В этом видео мы приготовим наивкуснейшие булочки с корицей, Cinnabon. Усаживайся поудобнее, тебе понравится. Сложный рецепт во время приготовления 2,5 часа, состоящий из 3 этапов. Сначала делаем дрожжевое тесто на кефире, сдобное. Выливаем в миску 1 литр кефира комнатной температуры, 100 грамм растительного масла, 15 грамм сухих дрожжей или 40 грамм свежих дрожжей нам понадобится, 100 грамм сахарного песка. Вбиваем в миску 3 куриных яйца, 1 чайную ложку соли, не забудьте. Выливаем растительное масло 100 мл, я предпочитаю с запахом семечек. Все это тщательно перемешиваем. Просеиваем муку, где-то грамм 300, у меня чуть больше получилось. Через сито просеиваем муку в опару. И продолжаем дальше замешивать наше тесто. И еще разочек 300 грамм муки. Просеиваем наше тесто. Делаем ломку в тесте и насыпаем туда 15 грамм дрожжей. Аккуратно перемешиваем дрожжи с мукой и замешиваем нашу муку с дрожжами. Вымешиваем нашу опару на тесто и ставим ее в теплое место. Я поставила духовой шкаф с минимальной температурой и оставила открытой дверцу на 1 час. Пока тесто подходит, делаем начинку. Берем масло сливочное 200 грамм, пакет молотой корицы, 100 грамм сахарного песка. Сладкоежкам советую положить 200. Полминуты в микроволновке или на водяной бане растопить масло чуть-чуть, чтобы сахар не растворился. Перемешиваем все это и опять смотрим, чтобы сахар не растворился. Смазываем форму сливочным маслом, бортики тоже. Булочки у нас поднимутся. Примерно 200 грамм муки просеяла в опару. Достаем нашу опару и начинаем замешивать тесто. Муки маловато, добавили еще 130 грамм. И начинаем вымешивать. Начинает отлипать, значит можно выливать на стол. Присыпали мукой стол для нашего будущего синнабона. Выливаем тесто. Отлепляем, подсыпаем муку и начинаем вымешивать. И еще раз перемешала. Берем пищевую пленочку, накрываем, заворачиваем концы немножко под тесто, чтобы само тесто не заветрилось, пока будет подходить. Тесто у нас подошло. Снимаем с него пленку. Смотрите, какой пышный колобок. Так и хочется его подтискать. Видите, какое оно нежное и пышное, чуть-чуть слоеное. Я специально не хочу его заминать, хочу, чтобы оно было такое прям вах. И опять мешаем, 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 мешаем. А вот теперь сюрприз. Тесто у нас на 2 формы. Половину я отрезала, а вторую половину завернула в пленочку, убрала в пакетик и в морозилочку. Пакетик со вторым комочком не спешите убирать. У нас останутся обрезочки, мы их туда подсунем. Раскатываем пласт толщиной 0,5 сантиметра, приблизительно прямоугольник, чтобы у нас получался. Катаем, 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 катаем. Перевернула, посмотреть, не прилипли. Нет, не прилипли. И снова катаем, 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 катаем. Берем пиццерезочку и аккуратненько обрезаем края.
получился прямоугольник 40 на 60. Обрезки убрали к оставшемуся тесту, и вот теперь мы все это убираем или в холодильник, или в морозилку. Перед тем, как будем наливать нашу начинку, еще раз перемешали ее аккуратно. Видите, сахар не растворился, а это важно. Выливаем частями на тесто нашу начинку, не доходя до краев 1 сантиметр. Начинку распределяйте частями, она очень быстро впитывается. И сразу размазывайте, я его кисточкой размазывала. Приготовьте ложку еще столовую, в конце надо будет размазать все это столовой ложкой. И начинаем аккуратненько заворачивать с длинной стороны. Стараемся ничего не порвать. Тесто очень нежное. Очень приятно с ним работать. Катаем до конца. К столу оно не прилипает. Подровняли чуть-чуть. Надо, чтобы шов у нас был под рулетиком. Вот так. Вот такой ровный рулетик у нас получился. Длина его составляет, как и прежде, около 60 сантиметров. Толщина нарезки рулета зависит от высоты вашей емкости для выпечки. Сейчас покажу. Измеряйте высоту емкости для выпечки, и ширина нарезки на сантиметр меньше. Нарезаем наш рулет чем угодно: проволокой, леской, ниткой, только не ножом. Если мы будем резать ножом, у нас не будет такого красивого ровного среза, и при выпечке рулет не раскроется. Укладываем наши синабошки в форму и стараемся, чтобы они не прикасались друг к другу. Ставим синабон в духовой шкаф, загретый на 180 градусов, на 25 минут. Наш синабон увеличился, он готов. Смотрите, зажарился и вышел из формы. Выключаем, открываем духовой шкаф и ждем, пока остынет. Тем временем делаем сливочную помадку. Сливочное масло 50 грамм. У меня маскарпоне сливочный сыр 200 грамм. Сыр может быть любым, главное, чтобы он был творожным и сливочным. 100 грамм сахарной пудры. Для сладкоежек 200 грамм. Половину чайной ложки ванили. Нашу сливочную помадку мы замешиваем при помощи погружного блендера. Помадка у нас стала такая пластичная, эластичная. Все готово к употреблению. Достаем синабошки из плиты. Вот такая красота у нас получилась. Перед тем, как заливать помадкой, проверьте, остыли ли у вас булочки, иначе помадка с них стечет. Использовать помадку будем все. Сначала мы покрываем верхушки синабонов, стараясь залить каждую выемку, чтобы они лучше пропитались. Выливаем всю оставшуюся сливочную помадку из емкости, заполняя пустоты, и оставляем пропитаться наши булочки. Вот, в принципе, синабон готов. Разворачиваем его. Хочу показать вам, что ничего не слиплось. Кто хочет, можно положить корички побольше. У меня синабон получился не сладкий. Для сладкоежек там есть отдельный рецептик. Приятного аппетита! Нажимай нравится, чтобы не потерять данный рецепт, а также подписывайся на наш канал. С нами вкусно!